И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 1 марта. Итак, для начала, что происходит на фронтах, что происходило и чем сегодняшний день у нас закончился. Первое – это южное направление. По итогу российская колонна где-то сейчас находится на въезде в Вознесенск. Дальше она не пошла, и судя по всему это был передовой отряд, небольшие силы. И на самом деле вот вся территория, которую я нарисовал на картинке, закрашена здесь через Полосица. Там российские войска, там еще где-то местная самооборона что-то контролирует. Но вот эта через Полосица, она сегодня составляет вот весь этот вот район. По опыту предыдущих боев, дальше на эту территорию будут заходить все новые и новые российские войска и, соответственно, занимать и укреплять свои позиции. По последним данным, на Южноукраинской АЭС российские части не появились. Ну и в целом можно констатировать, что на этом сегодня их успехи и окончились. То есть значительная часть территории Николаевской области была пройдена. И буквально несколько часов назад руководство Вознесенска объявило воздушную тревогу в городе, люди спустились в подвале в ожидании атаки российских танков. Но пока ничего, повторяю, не случилось. Херсон, на конец дня зачистка города в целом закончилась. И здесь хочу отдельно отметить два обстоятельства. Первое, это в целом зачистка прошла довольно спокойно. Боестолкновений было всего несколько штук. И на двух бы из них я отдельно хотел бы акцентировать внимание. Первое, это выстрел российских танков по чердакам высотных домов. Почему? Понятно, там обычно сидят снайпера. И второй момент, это местная самооборона, которая почему-то, ну не знаю, вот меня поражают эти люди, да, которые все мыслят категории Майданов 2014 годом, что вот, например, российская армия будет действовать как киевский Беркут, что они будут стоять, а в них будут все кидать коктейли Молотова, а в ответ ничего стрелять не будут. У меня такое впечатление, что все эти самообороны, которые сегодня поорганизованы по всем городам Украины, вот они мыслят категорию Майдана, что они закидают все коктейли Молотова, а в ответ ничего не будет. Вот сегодня впервые в Херсоне местная так называемая самооборона столкнулась с российской Росгвардией. Я не буду специально показывать никаких кадров из этого страшного видео, что ни один коктейль Молотова так и не успел залететь. Вся эта самооборона была покрошена в мелкий винегрет. Причем в буквальном смысле этого слова. То есть произошло ровно то, что я и сказал несколько дней назад. Все это толпы людей, которым повыдавали оружие, то есть никакой реальной военной помощи они оказать вооруженным силам не могут. А вот создавать проблемы любому городу, это пожалуйста. Что мы, например, сегодня очень хорошо видим по Киеву, который уже на протяжении 2 последних суток упорно воюет сам с собой. Вернее, там создано несколько десятков отрядов самообороны по районам, которые периодически ищут российские диверсионные группы. Понятно, что их находят, ну а как там не найти, если несколько десятков отрядов самообороны. Одна другую нашла, и вот вам и нашли диверсантов. Был в Киеве просто анекдотический случай, ну вот буквально на днях, когда две такие вот диверсионные группы, либо отряды самообороны нашли друг друга, начали стрелять, ну ни в кого не попали, а потом, когда они поняли ошибку, начали брататься, увидели колонну ВСУ, приняли их за россиян и начали ее обстреливать. Вот такая ситуация реально была в Киеве. Ну и раз мы уже эту тему затронули, еще 2 подобных случая. Это первый в Василькове, когда Киев сказал, что выбросили воздушный десант России, а на самом деле оказалось, что местная воинская часть, вернее воинская часть шла через город, местная самооборона посчитала, что это российские войска. Начался серьезный замес, там, по-моему, 15 или 20 человек было убито. Ну и раз получился такой серьезный замес, решили выдать это за высадку российского десанта. То же самое было в Николаеве. Часть НГУ пыталась взять под контроль мост. Местная самооборона по привычке обозналась, и тоже дело закончилось 15-20 убитыми. Но, правда, часть НГУ выполнила свою задачу. Мост под контроль она взяла. То есть вот таких случаев сегодня по Украине вагон. А вот когда реально вот эта самооборона вошла в контакт с российскими вооруженными силами, ну, как говорится, ничего неожиданного. То есть сегодня Херсон в целом был довольно мирно зачистен от остатков украинских войск. Понятно, что кто-то там мог еще оставаться, все это может быть, но в целом город перешел под полный контроль российских войск. По Васильевке мост железнодорожный взорван. Пока у меня точных данных нет, кто сегодня находится в городе. Тем не менее, российская армия, очевидно, уже пошла дальше, идет в сторону Запорожья, либо обходит его с восточной стороны. Мариуполь, пока идет бой. Волноваха зачищена. На этом направлении все. Переходим к Харькову. В Харькове, судя по всему, сегодня тоже были очень серьезные бои. В первую очередь российские войска наступали в районе Холодной горы. И по данным на вечер даже были слышны уже бои в районе вокзала. Я не могу сказать точно, перешла эта часть города под контроль российских войск или нет. Скорее всего, то же самое, что было несколько дней назад, когда заходили в Алексеевку и Салтовку. То есть прорубили какие-то дороги, но в целом в тылу вполне могут быть части, укрывающиеся где-то по домам вооруженных сил Украины. Но в любом случае настрой российского командования взять под свой полный контроль Харькова, он очевиден. Его точно будут брать, и вечером опять возобновить очень серьезные обстрелы. Я так понимаю, всю ночь, скорее всего, будет идти бой.
По Киеву в районе Броваров была тишина. Скорее всего, вчера Бровары, наскок на Бровары сделал какой-то передовой летучий российский отряд. Понятно, что не имея серьезных сил, дальше они не пошли. Опять же, по традиции российской части, когда делали такой быстрый налет, останавливались и дальше ждали подкрепления. Я так понимаю, сегодня весь день шло накопление сил. То же самое касается и западнее Киева. Никаких серьезных боев на этом плацдарме не было. Также не было продвижения в сторону Василькова. Эта дорога полностью открыта. Это единственный, по сути, безопасный на сегодня путь из Киева для того, чтобы эвакуировать граждан. И многие из них, пользуясь случаем, пытаются выбраться из охватываемого всеми хаосами и ужасом города. Потому что на самом деле Киев с каждым днем все больше и больше превращается в преисподнюю. Честно говоря, не знаю, чем все это закончится, могу сказать только одно: ничем хорошим. Я имею в виду для Киева. Вот это примерно то, что сейчас происходит в Украине, чем закончился день 1 марта. И на этом я свой сегодняшний день заканчиваю. Передаю смену ночную Михаилу Нуфриенко. Ссылку на его новый YouTube канал даю в текстовой строке под видео. До свидания, до новых встреч завтра утром.